Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами вязанием вот такой осьминожки. Для работы я использую пряжу Gazal Baby Cotton в 50 граммах 165 метров. Здесь смесь акрила и хлопка. Для головы я буду использовать молочный цвет, для щупальцев песочный. Для щупальцев нужно пряжи примерно полмоточка, для головы совсем немного. Крючок номер 2, ножницы, маркер, это у меня просто отрезок нити, черная ниточка для вышивки глазок, это также Gazal Baby Cotton. Я расслоила нить на две части и вот одной частью буду вышивать. Иголочка с широким ушком для вышивания глазок и для того, чтобы спрятать кончики, и холофайбер для наполнения головы осьминожки. Осьминожка у нас состоит из таких основных трех деталей, трех этапов. Это голова, да, верхняя ее часть, донышко и щупальцы. Щупальцы мы вывязываем из донышка, голову мы пришиваем к донышку. Первым мы будем вывязывать донышко отдельно, затем на нем мы вывяжем щупальцы и затем свяжем голову и пришьем ее к донышку, на котором уже есть щупальцы. И давайте сначала свяжем донышко. Начинаем вязание донышка с формирования кольца амигуруми. И вяжем столбиками без накида. Здесь закрепляем кольцо и провязываем в кольцо еще 6 столбиков без накида. И 6. Проверяем по верхним горизонтальным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. И дальше мы будем вязать по спирали, то есть не соединяя ряд, по правилу круга. То есть в каждом ряду мы будем расширять диаметр на 6 столбиков. У нас в начале 6 столбиков, соответственно, в каждом ряду мы будем увеличивать количество столбиков на 6. Итак, вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Так, вот первое. Здесь мы пока что маркер не будем ставить. Заводим крючок под обе дужки верхней горизонтальной и вяжем сюда 2 столбика. 1, 2. Следующую также 1, 2. Итого по кругу мы получим 12 столбиков. 1, 2, это уже 6. Следующая прибавка 8. Следующая прибавка 10. И последняя прибавка во втором ряду 12 столбиков. И сейчас на этом этапе можно уже поставить маркер для того, чтобы понимать, где у нас начинается ряд. Я делаю вот таким образом. Вот первая верхняя горизонтальная петля в предыдущем ряду, во втором. И я завожу крючок вот так вот под обе дужки первой верхней горизонтальной и вывожу через вторую верхнюю горизонтальную. И сюда поставлю свой маркер. У меня это ниточка.
Все, и теперь я буду знать, что вот стоит у меня маркер, и вот эта вот петля, это будет первая петля в ряду. Провязали второй ряд, у нас получилось 12 столбиков. Можете себя еще проверить по вот этим верхним горизонтальным петелькам. В третьем ряду мы должны получить 18 столбиков по кругу. И сейчас мы чередуем прибавки через один столбик. Вяжем один столбик в петлю предыдущего ряда. В следующую делаем прибавку 2 столбика. Дальше 1, следующую 2. Один, 2. Итак, до конца ряда. В конце ряда у нас будет прибавка 2 столбика в одну петлю. И вот подходим к концу. 1 столбик, затем прибавка. Да, и вот я вижу, вот мой маркер. Вот он. И вот так вот по диагонали я буду немножко вправо уходить и вижу, что вот уже первый столбик в третьем ряду. Вот он. Вот его верхняя горизонтальная петля. Если хотите, вы можете каждый ряд менять маркер, поднимая его на уже провязанный ряд, чтобы не путаться. Да, то есть вот сюда вот можно поставить маркер, и вы будете уже точно уверены в том, что это ваш первый столбик в предыдущем ряду, да, при вязании нового ряда. Так. Вот так. Провязали третий ряд, у нас получилось 18 столбиков без накида по кругу. В четвертом ряду мы должны получить 24 столбика по кругу. Прибавки чередуем через 2 столбика. Начинаем вот первая верхняя горизонтальная. Сюда провязываем 1 столбик. Дальше тоже 1 столбик. Да, 2 одиночных. Вот, и если хотите, вы можете уже здесь перенести маркер вот сюда. Вот первый столбик, который был провязан. Вот его верхняя горизонтальная петля, да, ну вот столбик, а вот его верхняя горизонтальная, слегка правее от него. И вот сюда уже можно поднять маркер. Если хорошо ориентируетесь по маркеру, когда он внизу стоит, оставляйте его внизу, чтобы не было вот этих лишних расслоений столбиков. Так, провязали 2 одиночных, дальше делаем прибавку. Дальше снова 2 одиночных, 1, 1 и прибавка. Один, следующую 1, следующую прибавка 2 столбика. И так вяжем до конца. Ряд закончим на прибавке. В пятом ряду мы должны получить 30 столбиков. Прибавки будем чередовать через 3 столбика. И здесь в этом ряду мы уже начнем смещать прибавки, чтобы не образовывалось вот таких вот клиньев. Уже мы видим, что у нас не совсем идеально ровный круг получается. И сейчас мы будем смещать прибавки. Для этого мы начнем ряд не с 3 столбиков, а затем сделаем прибавку, а провяжем сначала 1 столбик, затем сделаем прибавку вот сюда, 1, 2, затем дальше уже будем соблюдать правила 5-го круга, провязываем 3 одиночные, 1, 2, 3, затем прибавка, дальше снова 3 столбика одиночных,
прибавка. И так до конца ряда. В конце ряда мы с вами закончим, сделаем прибавку, потом провяжем 2, так вот первый наш столбик, провяжем сюда вот прибавку, 2 столбика и закончим ряд. Маркер также, если хотите, можете переставить. Вот первый столбик, вот сюда мы поставим маркер. Вот так. Да, то есть смотрите, мы будем соблюдать правила 5-го круга, чередовать прибавки через 3. То есть мы начали с одного столбика, затем сделали прибавку. Соответственно, нам в конце нужно добить вот это вот количество 3 столбика. И мы просто провяжем прибавку, затем 2 столбика и закончим на этом ряд. Так, вот я сделала прибавку последнюю и довязываю ряд 2 одиночных столбика. Все, закончили вязание 5-го ряда. По кругу у нас 30 столбиков. И на этом вязание нашего донышка подошло к концу. Мы сейчас сделаем вот в первую петлю вот сюда просто соединительный столбик. Вот так. Обрежем ниточку и полностью высвободим ее из петли. И здесь же можно ее увести внутрь. Можно взять крючок поменьше, либо сделать это иглой. Кончик от кольца амигуруми еще можно потянуть и также спрятать между столбиками. Итак, на этом мы закончили вязание донышка осьминожки. Если вы хотите больше размер игрушки, вы можете дальше продолжать вязать по правилу круга, то есть расширяя каждый ряд на 6 столбиков и увеличивая интервал между прибавками на +1 в каждом ряду. Я остановлюсь на 5-м ряду, у меня получается 3,5 сантиметра диаметр. И сейчас будем вывязывать щупальца. У нас их будет 8 штук. Вывязываем мы их по лицевой стороне донышка. Я буду вывязывать на 4-м ряду, где у нас был интервал между прибавками 2 столбика. По кругу у нас 24 столбика. Вот я оставила здесь маркер для того, чтобы понимать, где у меня начинается 5-й ряд. Опускаюсь вниз и вот прихожу к 4-му ряду. И мы будем их вывязывать следующим образом. Для начала, если у вас отличается диаметр донышка, посчитайте, какой интервал вам нужен между элементами. Будет их 8 штучек. Делим, значит, вот это количество столбиков, в котором ряду мы будем ввязывать, у меня это 24, делим на 8, получается 3. То есть из каждого 3-го столбика я буду вывязывать щупальца. Для того, чтобы начать, я поступаю следующим образом. Так, вот нахожу первый столбик в 4-м ряду. Вот он. Завожу вот так вот крючок с лицевой на изнаночную. И тут же вывожу с изнанки на лицевую. Вот так. То есть поднимаю столбик. Он у меня лежит на крючке. Беру нить, которую буду вывязывать щупальца. И вот так вот ее присоединяю сюда. И тут же закрепляю. Делаю вот раз. Это у меня будет первый соединительный столбик. Дальше прохожу под следующий столбик. Захватываю рабочую нить. Соединительный столбик 2. И прохожу в следующий столбик, в 3-й. Вот так. Захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик 3. Вот раз, два, три. В
из третьего столбика я уже буду вывязывать щупальца. Делаю 78 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, 78. Если вы захотите изменить размер щупальцев, вы можете, допустим, определить, сколько сантиметров вы хотите, чтобы у вас была длина готового элемента, и прибавить к этому числу 11-12 сантиметров. И на такое количество сантиметров вывязать цепочку воздушных петель. Вот у меня, допустим, в 78 воздушных петлях получается 25 сантиметров. 25 минус 11 сантиметров, это получается 14. То есть примерный размер готового элемента у меня получится 14 сантиметров. И обязательно, если вы ориентируетесь на сантиметры, не забудьте посчитать, сколько воздушных петель у вас включено в это количество сантиметров, для того, чтобы последующие щупальцы также вывязывать на такое же количество воздушных петель. Итак, я провязала 78 воздушных петель, делаю одну петлю для подъема, и теперь в каждую петлю я буду провязывать по 3 столбика без накида. Захожу во вторую петлю от крючка, первая петля — это петля подъема, вот верхняя стеночка петли, вот за нее буду заводить крючок, захватывать рабочую нить и провязывать один столбик, сюда же второй, сюда же третий, и вот так каждую петлю будем утраивать, для того, чтобы у нас закручивалась эта наша спиралька. И смотрите, чтобы у вас не перекручивалась цепочка, чтобы петельки лежали лицевой стороной к вам. Да, вот так. Не вот так, а вот так. Все, и вот так вот в каждую петлю провязываем по 3 столбика. Я уже подхожу к концу. Здесь хорошо можно отследить, где у нас начинается цепочка для нашего элемента. Вот 1, 2, 3. Вот из третьей мы вывязываем, да, то есть у нас 1, 2. Вот эту третью мы уже не провязываем. Это будет начало. То есть 1, 2. Вот эти 2 петли мы отдаем на щупальце. Так, и сейчас делаем соединительные столбики для перехода к следующему элементу. Так, вот проходим следующий столбик. 1, следующий 2, и 3. Присоединили и начинаем снова вывязывать 78 воздушных петель, провязывать вот такую спиральку, присоединяться, и вот через 2 столбика из третьего будем вывязывать последующие щупальца, и так их будет всего 8. И сейчас вот с кончиком от начала мы его сейчас спрячем. Вот здесь у нас было первое присоединение, шагаю во второе, для того, чтобы сделать такой еще пропуск дополнительный. И здесь хорошо фиксируем, прячем между столбиками. На самом деле здесь можно даже не обрезать кончики, можно их завязать на узелок и оставить такими длинными, они все равно спрячутся внутри игрушки и не будут распускаться. И возвращаемся ко второму элементу нашему. Мы перешли уже к нему через 2 столбика. Вот сделали
Раз, это было присоединение первого элемента. Раз, два, и вот третий. И из него мы начинаем вывязывать. Раз, два, три, четыре, 5 и так далее, 78. Вяжем по такому же принципу. Еще раз покажу присоединение второго элемента, и дальше можно уже будет работать самостоятельно до последнего элемента, и там я тоже покажу, как мы завершим. И если вы не уверены, что завершите этот элемент правильно, именно в самой последней либо в самой первой петле вот этой цепочки воздушной, вы можете поставить в самую первую петлю маркер для того, чтобы обозначить вот эту последнюю петлю, в которую вы провяжете утроение. Так, провязала последнюю петлю и присоединяюсь. Делаю 3 столбика соединительных. Так вот, раз, два и 3. Все, присоединилась и начинаю снова вывязывать 78 воздушных петель. Вывязываю такой вот наш элемент, пружинку, и дальше продолжаю. И смотрите, вот мы идем именно по 4-му ряду, да? Вот так. Обязательно начинайте вывязывать с самого начала, чтобы не сбиваться вот на этом переходе с 5 на 4 ряд. Начинаем с самого начала ряда и идем вот именно по 4-му ряду. И вот в конце мы с вами завершим вместе. Я покажу, как закрыть эти элементы. Все, продолжаем вязать. Всего 8 щупальцев. Итак, после того, как вы провяжете последнее щупальце, смотрите, вот первая наша точка была, куда мы провязывали первую соединительную петлю. Я опущусь вот сюда, прямо напротив, но это на ряд ниже того ряда, с которым мы работаем. Пройду вот сюда, сделаю здесь соединительный столбик для того, чтобы более надежно закрепить последний элемент, и обрежу ниточку, оставив кончик подлиннее. Так, и здесь я просто уведу вот эту ниточку, не буду делать фальш петли, просто уведу вот сюда, в эту точку перед первой петлей, которая у нас была, уведу внутрь. И я здесь уже хорошо зафиксирую. Сейчас разделю нить на 2 части. Закреплю по одному разу в соседние столбики в противоположных сторонах. И завяжу на узелок. И можно еще спрятать между столбиками в противоположные стороны, уводя кончики, и обрезать, либо же укоротить немножечко кончики и оставить их свободно. Так, все, на этом мы закончили донышко и щупальца. И сейчас приступаем к вязанию головы осьминожки. Мы будем начинать точно так же, как и вязали донышко, и вяжем вот такой кружочек 6 рядов. В 6-м ряду мы будем чередовать прибавки через 4 столбика и выйдем по кругу на 36 столбиков. Дальше мы вниз опустим на 6 рядов, будем вязать без прибавок и убавок. И последний заключительный ряд у нас будет ряд с убавками.
И мы выйдем на 30 столбиков, то есть столько столбиков, сколько у нас в последнем ряду донышка. Если у вас другой диаметр донышка, опирайтесь на последний ряд, то есть, допустим, если у вас 48 рядов в донышке, то последний ряд у вас должен быть тоже 48 рядов. То есть, соответственно, вы будете провязывать большую площадь вот этой верхушки головы на один ряд больше, чем у вас в последнем. То есть 48 прибавляем 6, получается 54. Вы должны получить в последнем ряду вот этого кругляшка верхушки головы, вы должны получить 54 столбика. Это 8 рядов круга, и затем на такое же количество, сколько у вас рядов в верхушке, на 8 рядов, вы должны будете провязать вниз. Затем сделать в последнем ряду убавку и получить 48 столбиков, то есть столько, сколько у вас в последнем ряду донышка. И по такой формуле вы можете вязать абсолютно любой размер осьминожки, чтобы все было пропорционально. Я беру свой молочный цвет. Формирую кольцо амигуруми. Закрепляю и провязываю сюда 6 столбиков без накида. И 6. Обязательно проверьте по верхним горизонтальным, чтобы у вас вышло 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем плотно кольцо. И по правилу круга, точно так же, как и в донышке, вяжем следующие ряды, увеличивая каждый ряд на 6 столбиков. Интервал между прибавками на плюс 1 столбик в каждом ряду. Второй ряд мы удваиваем каждую петлю предыдущего ряда. То есть в каждую верхнюю горизонтальную провязываем по 2 столбика и выходим на 12. Вот первая верхняя горизонтальная. Провязываю сюда 2 столбика. Следующую петлю 2 столбика, следующую также 2 столбика, и так до конца ряда. В третьем ряду мы чередуем прибавки через 1 столбик. Вот первая петля предыдущего ряда, сюда провязываем одиночный столбик, дальше делаем прибавку. 1, 2. Следующую петлю одиночный столбик, следующую 2 столбика в одну точку. И так вяжем до конца ряда. В конце у нас будет прибавка. Закончили вязание третьего ряда, по кругу 18 столбиков. Четвертый ряд мы должны получить по кругу 24 столбика, прибавки чередуем через 2 столбика. И по аналогии, точно так же, как и в донышке, в следующем ряду, в пятом, мы с вами уже сместим прибавки. И так будем вязать до 6 ряда включительно. 6-й ряд мы чередуем прибавки через 4 столбика. И по кругу получаем 36 столбиков. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно и встречаемся на вязании 7 ряда. Так, все, я связала кружок на 6 рядов. В последнем ряду у меня получилось 36 столбиков, и на этом этапе можно спрятать кончик от кольца амигуруми. Так, и возвращаемся к вязанию головы. После расширения круга мы сейчас будем загибать наше полотно для того, чтобы получилась вот такая круглая головка. И будем сейчас вязать следующие ряды без прибавок и убавок. Просто 36 столбиков, 6 рядов.
каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику, и так вяжем 6 рядов. Здесь также можете обозначать каждый ряд для того, чтобы не запутаться. Так, вот первый столбик в этом ряду. Я буду это называть первый ряд. После нашего круга, чтобы вы понимали, что это вот это первый ряд. Всего нам надо 6 связать. Все, вяжите так, переставляйте маркер в каждом ряду, либо же оставляете его на этом месте. Это будет обозначение первого ряда. И вот так вот слегка по диагонали вправо у вас будет смещаться начало ряда, можете считать. Но для тех, кто только начинает, советую все-таки каждый ряд отмечать. Все, и так вяжем 6 рядов без прибавок и убавок по 36 столбиков в каждом ряду. Так, я провязала 6 рядов по 36 столбиков в каждом ряду. Хочу вам показать, как я ориентируюсь на начало ряда, не перемещая маркер. Вот смотрите, первый ряд я обозначила вот здесь, да, это был первый ряд, который мы вязали после вот этого кружочка нашего. Вот первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть я перемещаюсь вот так слегка по диагонали. Так как у нас располагается верхняя горизонтальная от столбика, она слегка правее, да, так у нас и уходит начало ряда, слегка правее. Вот так вот я поднимаюсь и здесь заканчиваю. Шестой ряд провязала. Дальше седьмой ряд у меня будет ряд с убавками. Убавки я чередую по принципу тоже круга. Если у меня последний ряд был с интервалом прибавок 4 столбика, то соответственно и в седьмом ряду я буду чередовать убавки через 4 столбика. И провязываем 4 одиночных столбика. Перемещу маркер в начало, чтобы вам было более наглядно. Раз, два, три, 4. Дальше делаю убавку. Убавку я делаю таким образом. Вот верхние горизонтальные петли, вот дальняя дужка, вот передняя, ближайшая ко мне. Я завожу крючок под переднюю первую, затем под переднюю вторую. Вот так. Захватываю рабочую нить, протаскиваю сквозь эти петли и провязываю столбик. Убавила 2 петли до 1. Дальше снова 4 одиночных столбика. Убавка. Четыре одиночных, убавка и так далее до конца ряда. В конце ряда у нас будет убавка. Все, провязала последний седьмой ряд и в первую петлю последнего ряда завожу крючок под обе дужки и провязываю соединительный столбик для того, чтобы завершить вязание. Нить не обрезаю. Сейчас вышью глазки на противоположной стороне от начала ряда. Вот здесь. Буду вышивать сразу так вот в 2 сложения, чтобы глазки были более выразительные. Если хотите такой больше намек на глазки, да, такую легкую полосочку, то можете брать потоньше нить. Так, вот противоположная сторона. Отсчитываю снизу 3-й ряд. 1, 2, 3. Вот он. С изнанки на лицевую завожу крючок между столбиками, да, вот 3-го ряда. То есть между 2-м и 3-м рядом завожу. И крючок и иглу. Так, и вот шагаю сюда наверх.
можно затянуть, либо же оставить более воздушно. Дальше отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И с изнанки на лицевую точно так же вышиваю второй глазик. Здесь сильно не затягивайте. Вот такие глазки получаются. Можно еще раз пройтись для того, чтобы они были такие более выпуклые, либо же наоборот оставить уже как есть. И вот вы можете потянуть для того, чтобы сделать вот такие впадинки, да? Либо же наоборот сделать это более так расслабленно и воздушно. Я больше все-таки не буду обозначать глазки, у меня и так здесь достаточно плотная нить. И вот с изнаночной стороны я просто зафиксирую ниточку. Обрежу ее, оставляю кончик подлиннее и спрячу потом этот кончик внутрь головы. Так, все. И приступаем к соединению двух деталей. У нас голова сверху, донышко снизу. Нахожу точку, куда я присоединяла конец ряда. И завожу вот прям в ту петлю, которая у нас была, да, которую мы присоединяли. Завожу в нее, захватываю рабочую нить и протаскиваю сквозь петлю на крючке. И дальше вот так вот складываю друг к дружке и попарно соединяю все петли на голове и на донышке. Так, на этом этапе, пока вот у нас есть такое еще небольшое отверстие, мы можем уже набить игрушку. Холофайбер вот так вот старайтесь разъединять перед тем, как наполнять, для того, чтобы он более воздушно туда ложился. И очень плотно я набиваю игрушку. Распределяйте равномерно, чтобы все аккуратно распределилось. И можно еще помочь ножницами утрамбовать более плотно. Все, и дальше продолжаем соединять. Когда уже есть наполнитель внутри, смотрите аккуратно, чтобы он сильно не цеплялся крючком и не появлялся наружу. Здесь уже очень аккуратно соединяем каждую пару петель. Так, и вот остается последняя пара петель, и вот сюда, отсюда мы начинали наше соединение. Можно еще также пройти, соединить. Все, и обрезаем, оставляя кончик подлиннее, полностью высвобождаем нить. Вводим кончик в иглу. И сейчас в конце я сделаю имитацию верхней горизонтальной петли с помощью иглы. Вот нахожу первую верхнюю горизонтальную. Вот она в самом низу. Завожу крючок сверху вниз. Вывожу ниточку и возвращаю ее в то же место, откуда она пришла. Так, вот сюда. Вот так выведу. На самом деле не важно, в какое направление вы видите. Главное именно в ту точку, откуда она выходит.
Все, так у нас получился более завершенный такой край. И просто сейчас увожу внутрь игрушки, вывожу, допустим, вот в донышко. Так, здесь смотрите очень аккуратно, чтобы не перетянуть. И затем из этой же точки вывожу, например, вверх. В общем, максимально опутаю ниточку внутри игрушки. И через эту точку веду опять вниз. Все, здесь обрезаю. Вот так вот прячу, пожмякайте, и она уйдет внутрь. И для того, чтобы холофайбер распределился внутри еще более равномерно, я вот так вот помну игрушку. И на этом все. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Я постаралась максимально подробно передать все моменты, которых придерживаюсь я при вязании таких игрушек. Я буду очень рада получить от вас обратную связь в виде фотографий готовых осьминожек. Если какие-то вопросы остались, я с удовольствием помогу разобраться, если где-то что-то я упустила и недорассказала. Поэтому пишите мне в комментариях все, что вас интересует, я обязательно проконсультирую. Все, до новых встреч. Пока-пока. Вяжите с удовольствием таких милашек. Все, пока.